Загадочные смерти, аресты и молчание официальных СМИ. Почему блогеры исчезают, а активистов сажают? Что происходит в Каракалпакстане, регионе, о котором предпочитают не говорить вслух? В этой истории нет случайных совпадений. Начинаем. Загадочная смерть каракалпакского блогера Мустафы Турсынбаева в тюрьме. 16 февраля 2025 года в исправительной колонии номер 7, расположенной в поселке Таваксай Ташкентской области, скончался известный каракалпакский блогер Мустафа Турсынбаев. Официальная версия властей гласит, что 11 февраля на него обрушилась часть стены во время демонтажа здания, что якобы стало причиной его госпитализации и последующей смерти. Однако правозащитники и независимые журналисты сомневаются в правдоподобности этой версии, отмечая, что обстоятельства его гибели вызывают много вопросов. Кто такой Мустафа Турсынбаев? Мустафа Турсынбаев был одним из самых известных независимых журналистов и блогеров Каракалпакстана. Он активно освещал социальные и политические проблемы региона, открыто критиковал власти за нарушение прав человека, репрессии и коррупцию. Его YouTube-канал «Нукус Онлайн» собрал более 153 тысяч подписчиков, а его публикации часто поднимали острые вопросы, затрагивающие жизнь простых граждан. В ноябре 2023 года он был арестован вместе с другим блогером, Саламатом Сейтмуратовым, по обвинению в вымогательстве. Официальные лица утверждали, что блогеры требовали деньги у предпринимателей за отказ публиковать разоблачительные материалы. Однако сам Турсынбаев отрицал все обвинения и заявлял, что дело против него сфабриковано в отместку за его журналистскую деятельность. В марте 2024 года Нукусский районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, несмотря на отсутствие убедительных доказательств. Что не так с официальной версией смерти? По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, Турсынбаев получил смертельные травмы во время демонтажа здания в колонии. Однако эта версия вызывает серьезные сомнения у правозащитников и родственников погибшего. Они утверждают, что он подвергался пыткам в заключении, поскольку политические заключенные в Узбекистане нередко становятся жертвами систематического насилия со стороны силовиков. По словам бывших узников, условия содержания в тюрьмах страны крайне жестокие, избиения, психологическое давление и пытки являются обычной практикой. Заключенных, особенно тех, кто осужден по политическим мотивам, намеренно лишают медицинской помощи, подвергают физическим истязаниям и моральному унижению. Многие умирают в камерах или в больницах, но официальные отчеты всегда говорят об естественных или несчастных случаях. После смерти Турсынбаева силовики в Нукусе начали действовать крайне агрессивно, улицы города наполнились спецназом и сотрудниками правоохранительных органов. Особенно усиленные патрули появились в районе, где живут его родные. Очевидно, власти боятся возможных протестов, так как это уже 3-й случай гибели каракалпакского политзаключенного за 2 года. История снова повторяется, и Узбекистан идет по пути, который уже привел к кровавым трагедиям. В 2022 году протесты в Каракалпакстане вспыхнули как реакция на попытку властей изменить Конституцию, лишив регион особого статуса. Но вместо того, чтобы услышать народ, правительство выбрало насилие. Силовики открыли огонь по протестующим, расстреливая безоружных граждан прямо на улицах. Официальные данные говорят о десятках погибших, но очевидцы утверждают, что реальная цифра может быть значительно выше. Людей забирали прямо из их домов, бросали в тюрьмы, избивали и пытали, заставляя подписывать ложные признания. Сейчас же мы видим, что методы подавления остались прежними. Турсынбаев стал 3-м каракалпакским заключенным, который умер при подозрительных обстоятельствах, и его смерть не кажется случайностью. Возможно, он представлял угрозу для власти, знал о преступлениях режима или просто был слишком громким голосом оппозиции.
И если режим так легко избавляется от тех, кто не боится говорить, сколько еще людей окажется следующими жертвами? Кто следующий получит случайную, смертельную травму или исчезнет без следа? Как долго Узбекистан будет закрывать глаза на собственные преступления, пока народ продолжает страдать от произвола и репрессий? Какая же реакция общества и международных организаций? Новость о смерти Турсынбаева вызвала широкий общественный резонанс. Независимые журналисты, правозащитные организации и оппозиционные силы потребовали прозрачного расследования его гибели. Международные структуры, такие как «Репортеры без границ», уже выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Узбекистане и требуют независимой экспертизы. Слишком многое в этой истории кажется постановкой. Люди не верят, что Турсынбаев мог погибнуть в результате несчастного случая, ведь слишком много подобных смертей уже случилось в тюрьмах Узбекистана. Общественное мнение все больше склоняется к мысли, что его убрали целенаправленно, потому что он был слишком опасен для власти. Узбекистан давно известен жестоким обращением с политическими заключенными. Бывшие узники рассказывали о систематических избиениях, пытках водой, длительном лишении сна и насильственных признаниях. Кто может поручиться, что Турсынбаев не стал жертвой именно такой системы? Кто теперь сможет доказать, что он действительно погиб по случайности? Самое страшное, если так обходятся с известным человеком, который имел тысячи подписчиков, то что тогда происходит с теми, о ком никто не знает? С теми, кто был задержан в тишине, без огласки, без внимания СМИ. Сколько таких людей погибает, не оставляя даже следа, не вызывая никаких протестов? И если власти решили, что такие убийства станут привычным инструментом подавления свободы слова, то сколько еще смертей потребуется, прежде чем система сломается? Или режим продолжит устранять всех, кто осмеливается говорить правду, не оставляя никого, кто сможет рассказать миру об их преступлениях? Что дальше? Этот случай может стать новым катализатором политического кризиса в регионе. Каракалпакстан уже пережил массовые протесты в 2022 году, когда власти пытались внести изменения в Конституцию, ограничивающие автономию региона. Тогда протесты были подавлены с применением силы, что привело к десяткам смертей и сотням арестов. Смерть Турсынбаева может вновь разжечь недовольство и привести к новым столкновениям между жителями Каракалпакстана и центральными властями. Вопрос остается открытым: был ли это несчастный случай или спланированное убийство? И главное, неужели власти действительно считают, что смогут бесконечно скрывать правду? Освобождение Муратбая — новый вызов Узбекистану? Дипломатическая головная боль для Мирзиёева? Выход на свободу каракалпакского активиста Акылбека Муратбая стал неожиданным и резонансным событием, последствия которого могут сказаться на политике всего региона. Международное сообщество уже проявляет повышенный интерес к ситуации с правами человека в Каракалпакстане, а отказ Казахстана экстрадировать Муратбая в Узбекистан лишь усилил этот эффект. Теперь судьба каракалпакских политзаключенных, включая журналиста Даулет Мурата Тажимуратова, оказавшегося за решеткой на 16 лет, становится новой точкой давления на узбекские власти. Почему освобождение Муратбая вызвало столь бурную реакцию? Решение Казахстана отказать Узбекистану в экстрадиции Муратбая можно рассматривать как дипломатический месседж. В регионе больше не все согласны закрывать глаза на жесткую политику Ташкента в отношении каракалпаков. Освобождение активиста стало громким прецедентом, который может изменить подход к преследованию политических оппонентов и сделать проблему репрессий в Каракалпакстане темой международной повестки. Кроме того, сам Муратбай дал четкий сигнал. Он не собирается прекращать борьбу и намерен продолжать разоблачать преследования со стороны узбекских властей. Его активная позиция способна привлечь к ситуации в Каракалпакстане внимание международных организаций, западных правительств и правозащитных структур,
что серьезно усложнит для Мирзиёева попытки сохранить контроль над регионом. Мирзиёев в сложном положении. Как он отреагирует? Для президента Узбекистана этот случай может стать серьезной проблемой. До сих пор он старался формировать образ реформатора, открытого для диалога с миром, но ситуация с Муратбаем и другие случаи репрессий против каракалпакских активистов портят этот имидж. Теперь перед узбекскими властями стоит сложный выбор. Если они продолжат жесткую линию и проигнорируют требования об освобождении Тажимуратова и других политзаключенных, международное давление усилится. В случае, если репрессии продолжатся, возможно введение персональных санкций против узбекских чиновников и усиление негативного информационного фона вокруг страны. С другой стороны, если Узбекистан пойдет на уступки и пересмотрит приговоры активистам, это будет воспринято как признак слабости власти. Такой шаг может вдохновить каракалпаков на новые протестные акции, а внутри страны создаст ощущение, что силовое подавление оппозиции дает сбои. Последствия освобождения Муратбая. Что ждет Узбекистан и Каракалпакстан? Освобождение Акылбека Муратбая стало не просто громким событием, а поворотной точкой, которая может запустить цепную реакцию в политическом и правозащитном поле. Этот случай выявил серьезные противоречия во внутренней и внешней политике Узбекистана, а также поставил Казахстан в центр внимания как государство, открыто демонстрирующее самостоятельность в принятии решений. Теперь ситуация выходит на новый уровень. Тема Каракалпакстана становится не только внутренним вопросом Узбекистана, но и предметом обсуждений на международной арене. Новый виток международного давления на Узбекистан, репрессии против каракалпаков и нарушения прав человека в Узбекистане всегда привлекали внимание правозащитных организаций. Но освобождение Муратбая привело к новому уровню интереса со стороны Запада. Это может привести к следующим последствиям. Активизация международных расследований и кампаний, требующих пересмотра судебных решений против каракалпакских активистов. Усиление давления со стороны Евросоюза и США, вплоть до введения санкций против узбекских чиновников, причастных к подавлению протестов в Каракалпакстане. Вмешательство международных структур, таких как ООН и ОБСЕ, с возможными требованиями прозрачности судебных процессов и прекращения репрессий. Казахстан под прицелом дипломатии. Отказ Казахстана выдать Муратбая уже вызвал недовольство Ташкента, который рассчитывал на поддержку в этом вопросе. Теперь перед казахстанскими властями стоит сложная задача – сохранить баланс между национальными интересами и возможным давлением со стороны Узбекистана. Ташкент может усилить давление на Казахстан, требуя пересмотра подхода к экстрадиционным вопросам. Казахстан окажется в сложной позиции, если в будущем другие каракалпакские активисты попросят убежище. Решение Казахстана может повлиять на стратегические отношения между двумя странами, особенно в экономической и энергетической сферах. Внутренний кризис в Узбекистане, новая волна протестов. Каракалпакский вопрос не решен, а попытки узбекских властей заглушить протесты только временно снизили накал напряженности. Однако теперь ситуация может измениться, особенно если освобождение Муратбая вдохновит новых лидеров на активные действия. В Каракалпакстане могут начаться новые акции недовольства, особенно если международное сообщество усилит поддержку активистов. Освобождение Муратбая может стать прецедентом, который заставит узбекские власти опасаться дальнейших протестов. Каракалпакская диаспора за границей может активизироваться, формируя мощное информационное давление на Узбекистан. Дело Даулетмурата Тажимуратова остается в центре внимания, и теперь его судьба напрямую связана с дальнейшим развитием ситуации. Если давление нарастает, Узбекистан может пойти на частичные уступки, например, снизить срок или предоставить амнистию отдельным фигурантам каракалпакского дела. Власти могут пойти на ужесточение контроля и новые аресты, чтобы продемонстрировать силу. Но это создаст еще больше негатива на международной арене. Любые шаги по пересмотру судебных решений станут индикатором того, насколько узбекские власти готовы реагировать на внешние вызовы. Заключение: конфликт выходит на новый уровень. Ситуация с Муратбаем показывает, что каракалпакский вопрос нельзя считать закрытым. Теперь он не просто внутреннее дело Узбекистана, а серьезный фактор, способный повлиять на международные отношения и региональную стабильность. Узбекистан перед выбором уступить или пойти на конфронтацию.
Освобождение Муратбая поставило Ташкент в неудобное положение, где любое решение несет за собой серьезные последствия. Узбекским властям придется сделать непростой выбор – смягчить позицию и попытаться снизить градус международного давления или продолжить жесткий курс, усиливая репрессии и подавляя протестные настроения. Но любой из этих путей несет риски, и последствия уже неизбежны. Компромисс. Риск потери контроля. Если Мирзиёев и решится пойти на уступки и пересмотреть политику в отношении каракалпаков, это станет прецедентом, который может вдохновить новые протестные движения. Освобождение Муратбая уже стало сигналом, что международное внимание к Каракалпакстану растет, а давление со стороны правозащитных организаций может лишь усилиться. Любая уступка, даже частичная амнистия активистов, станет демонстрацией слабости власти. Это может привести к новым требованиям: освобождению Даулетмурата Тажимуратова, смягчению репрессий против каракалпакских активистов, а в долгосрочной перспективе к возобновлению дискуссий о реальном автономном статусе региона. В таком случае Ташкент рискует утратить контроль над Каракалпакстаном, столкнувшись с усилением оппозиционных движений как внутри республики, так и за ее пределами. Жесткий курс. Угроза международной изоляции. Если же узбекские власти решат не менять политику и продолжат жесткое подавление каракалпакских активистов, они столкнутся с нарастающим международным давлением. Вопрос о преследовании оппозиции в Узбекистане уже начинает обсуждаться на более высоком уровне, и дальнейшие репрессии могут привести к серьезным последствиям. Усиление санкционного давления со стороны Запада, включая персональные ограничения в отношении узбекских чиновников, ответственных за подавление протестов. Ухудшение отношений с Казахстаном, который фактически дал понять, что не поддерживает репрессивную политику Ташкента в отношении каракалпаков. Рост недовольства внутри страны, особенно среди молодежи и активистов, которые увидят в ситуации с Муратбаем сигнал о возможных переменах. Продолжение репрессий также может привести к радикализации каракалпакского движения. Если раньше протесты носили в основном мирный характер, то дальнейшее давление может вызвать куда более серьезную волну сопротивления, которая выйдет за пределы правозащитного дискурса. Выбор Мирзиёева – удержать контроль или спровоцировать кризис. У президента Узбекистана Шавката Мирзиёева все меньше возможностей для маневра. Освобождение Муратбая запустило процессы, которые уже невозможно контролировать в рамках старой модели репрессивного управления. Теперь любой шаг узбекских властей будет рассматриваться под лупой и внутри страны, и за ее пределами. Ситуация в Каракалпакстане давно превратилась в один из самых болезненных вопросов для Ташкента. Это регион, обладающий не только особым статусом, но и стратегическим значением. Любые уступки каракалпакам могут стать сигналом для других потенциальных очагов нестабильности в стране. Именно поэтому ослабление контроля воспринимается в окружении Мирзиёева как угроза национальной целостности. Но если Ташкент решит продолжать жесткую линию, это неизбежно приведет к эскалации конфликта. Мир изменился. Международное сообщество больше не готово закрывать глаза на откровенные репрессии против нацменьшинств. Если Узбекистан не пересмотрит свою политику, он может столкнуться с серьезными последствиями. Международное давление и санкции. Уже сейчас правозащитные организации и западные структуры начали активнее изучать ситуацию с правами каракалпаков. Если репрессии продолжатся, возможно введение персональных санкций против узбекских чиновников, что ударит по элитам страны и создаст экономические сложности. Охлаждение отношений с соседями. Казахстан своим отказом экстрадировать Муратбая показал, что не намерен безоговорочно поддерживать политику Узбекистана в этом вопросе. Это может перерасти в дипломатический конфликт, особенно если в Казахстане появятся другие каракалпакские активисты, требующие защиты. Рост протестных настроений внутри страны. Если узбекские власти проигнорируют ситуацию и продолжат давить на каракалпаков, это может вызвать новую волну протестов. В отличие от подавленных акций 2022 года, на этот раз внимание мира будет приковано к Каракалпакстану, а это усложнит сценарий силового подавления. Неизбежные последствия. Что ждет Узбекистан? Какой бы путь ни выбрал Мирзиёев, последствия будут далеко идущими. Попытка жесткого подавления любого проявления недовольства приведет к тому, что Узбекистан окажется в изоляции и потеряет поддержку международных партнеров.
Это ударит по экономике, по инвестиционному климату и даже по отношениям внутри самой страны, где растет недовольство системой управления. Но и компромисс не менее опасный вариант. Если Мирзиёев пойдет на смягчение политики, это даст сигнал всем угнетенным группам в стране. Бороться можно и нужно. Каракалпакский вопрос – это лишь вершина айсберга. В Узбекистане есть и другие регионы, где недовольство растет, но пока еще не выплеснулось наружу. Стоит власти показать слабость, как она может столкнуться с цепной реакцией требований автономии, социальных реформ и смены политического курса. Итог – кризис, который нельзя игнорировать. Освобождение Муратбая стало спусковым крючком процесса, который теперь не остановить. Узбекистан оказался перед жестким выбором – идти по пути реформ и демонстрировать готовность к переменам или продолжать подавлять протестные настроения, рискуя окончательно разрушить свою международную репутацию и спровоцировать нестабильность внутри страны. Но главное, контроль над Каракалпакстаном теперь не является гарантией устойчивости режима. Это уже не просто внутренний вопрос Узбекистана, а международный прецедент, за которым следит весь мир. Любая ошибка Ташкента может привести к последствиям, которые затронут всю Центральную Азию. Узбекистан под давлением. Мир требует ответов о судьбе каракалпаков, но Мирзиёев молчит. За стенами узбекских исправительных учреждений происходит то, о чем власти стараются не говорить. Заключенные содержатся в крайне тяжелых условиях, подвергаются психологическому и физическому давлению, лишены доступа к медицинской помощи и базовых прав. Каракалпаки, задержанные после событий в Нукусе в 2022 году, исчезают в системе, а их семьи остаются без возможности получить хоть какую-то информацию о судьбе своих родных. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает заявлять о прогрессивных реформах и партнерстве с Западом, но реальная ситуация резко контрастирует с официальными заявлениями. В стране, где должно работать верховенство закона, любое несогласие подавляется, а за попытку высказаться люди рискуют оказаться под следствием. ООН и правозащитные организации бьют тревогу, требуя пересмотреть политику по отношению к заключенным и провести независимое расследование условий их содержания. Но Ташкент отказывается от диалога, блокируя любые попытки проверить, в каких условиях находятся люди. Независимые наблюдатели не допускаются, адвокаты сталкиваются с давлением, а журналистов, которые пытаются пролить свет на ситуацию, преследуют и выдворяют из страны. Сколько еще людей должно пройти через эти испытания? Сколько правозащитников и журналистов должно пострадать, прежде чем узбекские власти пересмотрят свою политику? Этот вопрос выходит за пределы самой страны. Это вызов всему международному сообществу. ООН требует объяснений. Что происходит с каракалпаками в тюрьмах Узбекистана? Международные организации не могут больше игнорировать тревожные сигналы, поступающие из страны. Специальный докладчик ООН по правам человека призвал Ташкент предоставить доступ к тюрьмам и провести расследование обращений с заключенными. Однако узбекские власти не торопятся выполнять эти требования. Информация о происходящем тщательно скрывается, а попытки правозащитников донести правду жестко пресекаются. Заключенные, арестованные после протестов в Нукусе, сообщают о давлении, принуждении к подписанию признаний и психологическом воздействии. Их адвокаты сталкиваются с препятствиями со стороны силовых структур, а семьи задержанных с постоянным страхом и запугиванием. Журналисты под ударом, любое слово против власти становится причиной преследования, но все это не ограничивается только тюремными стенами. Независимые журналисты, которые пытаются рассказать миру правду о происходящем, оказываются в числе тех, кого преследуют в первую очередь.
В декабре 2024 года в Нукусе была задержана съемочная группа российского журналиста Алексея Пивоварова и узбекской журналистки Фариды Махсетовой. Их обвиняли в незаконной журналистской деятельности за попытку освещения ситуации в Каракалпакстане. Все материалы были конфискованы, а самих журналистов насильно выдворили из страны с запретом на возвращение. В июле 2023 года гражданский журналист Алимжон Хайдаров был арестован после публикации материалов о коррупции среди узбекских чиновников. Официально его обвинили в экономических преступлениях, но правозащитные организации утверждают, что дело сфабриковано, журналист стал жертвой давления за свою работу. Сегодня в Узбекистане независимая пресса фактически уничтожена. Все крупные медиа находятся под контролем государства, а тех, кто осмеливается писать о проблемах, ждет репрессия или эмиграция. Многие журналисты вынуждены бежать из страны, чтобы не столкнуться с преследованием. Будущее Узбекистана. Международное давление растет, но когда будет реакция? Мирзиёев старается сохранить имидж реформатора, но ситуация с правами человека бросает тень на его политику. ООН, Европарламент, Human Rights Watch и другие организации призывают Ташкент к ответу и требуют немедленного пересмотра политики в отношении заключенных, журналистов и активистов. Узбекистан на грани международного скандала. Когда власти перестанут скрывать правду? Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает заявлять о реформах и демонстрировать готовность к диалогу с Западом, но за этими словами скрывается жесткая реальность, которая все сложнее остается незамеченной. Независимые голоса подвергаются давлению, заключенные содержатся в условиях, не соответствующих международным стандартам, а преследование журналистов и активистов становится повседневной практикой. Все больше тревожных сигналов поступает из Каракалпакстана. После событий 2022 года люди подвергаются необоснованным задержаниям, оказываются под давлением и сталкиваются с жестоким обращением. Узбекские тюрьмы превращены в закрытые зоны, где нарушения прав заключенных происходят систематически, а международные наблюдатели не могут получить доступ к реальной картине происходящего. ООН, Европарламент и Human Rights Watch выражают глубокую обеспокоенность и настоятельно требуют прозрачного расследования. Звучат все более громкие призывы к пересмотру политики безопасности, прекращению давления на каракалпаков и обеспечению свободы слова. Однако Ташкент продолжает избегать прямых ответов, а ситуация в стране остается критической. Как долго мир будет молчать? Бездействие ведет к международному кризису, мировое сообщество стоит перед выбором. Продолжать делать дипломатические заявления или, наконец, предпринять реальные шаги. Если давление на независимых журналистов и правозащитников не прекратится, если условия содержания заключенных не будут приведены в соответствие с международными нормами, если власти продолжат уклоняться от ответственности, это может перерасти в крупнейший политический кризис в регионе. Каждый день бездействие ведет к новым случаям нарушения прав человека. Как далеко зайдет ситуация? В какой момент международное сообщество не просто выразит озабоченность, а предпримет решительные меры? Молчание — это бездействие. Кто остановит давление на независимые голоса? Сотни каракалпаков находятся в тюрьмах без справедливых судебных процессов. Людей заставляют подписывать признания, которых они никогда не делали. Независимые журналисты оказываются за решеткой только за то, что пытаются донести до мира правду. Президент Мирзиёев продолжает создавать иллюзию диалога с Западом, но на деле ситуация с правами человека только ухудшается. Как долго международное сообщество будет закрывать глаза?
ООН выражает обеспокоенность, правозащитники требуют независимого расследования, но Европа и другие страны ограничиваются только дипломатическими заявлениями. Если не будет предпринято жестких мер, это станет сигналом для властей, что можно продолжать прежнюю политику без последствий. Каждый день бездействия – это еще один человек, который страдает в нечеловеческих условиях. Еще одна семья, которая остается в неведении о судьбе своих родных. Еще один журналист, который рискует свободой ради правды. Кто понесет ответственность за все эти нарушения? Игнорирование этой проблемы не приведет к ее решению. Мир либо вмешается, либо станет свидетелем того, как ситуация в Узбекистане усугубляется, и страна вступает в новую фазу кризиса.